Ребята, приветствую всех на канале Баллады о рыбалке. С вами Игорь. Сегодня я вам расскажу о новых секретах ловли толстолоба. Наверное, копнем немножко более глубоко, более продвинутые рецепты и немножко теории, почему они все, как говорится, не одинаковые и разные. И почему нужно комбинировать в составе как муки, так и дополнений к этой муке. Толстолоб, как все знают, рыба травоядная, но тем не менее, то есть в ее рацион входит питание не только с травы и водорослей, которые, как говорится, водяной пылесос, да, а в том числе и пожирание разного рода ракообразных, биопланктона и так дальше. Соответственно, толстолобу, когда вы делаете бочечки на его ловлю, нужно точно так же комбинировать и то, что вы в них запрессовываете. Потому что с виду это вроде бы просто бочечка, но на самом деле это не так. В ее состав обязательно должны входить травяные смеси не менее 30%, белковые смеси не менее 20% и жир не менее 10%. Все остальное это могут быть разного рода разрыхлители, вещества, которые будут создавать муть и пыль и так дальше. Но основное должно быть. И сегодня я вам покажу более продвинутый рецепт, который позволит вам в комбинированном режиме сделать такой планктон. На самом деле подручных средств вы найдете предостаточно, чтобы это было. И обязательно словите вашего трофея. Я напоминаю, что подбор рецепта зависит в основном от поры года, то бишь что когда растет, и от водоема, то бишь что вблизи водоема есть, либо бывало, либо росло. Потому что толстолоб это рыба, которая очень сильно обостренное обоняние. Это очень пугливая рыба, но у нее огромный такой, знаете, это правильно сказать, набор рецепторов и памяти, которые позволяют ей в зависимости от смены климата, от смены посевных урожайных улавливать эти запахи и адаптироваться под них. Поэтому один единственный рецептик, который работает в других местах идеально, может не работать в вашем. Когда вы едете на ловлю толстолоба, берите во внимание то, что данное озеро будет иметь свои особенности. Скажем так, если не считать то, что, например, его целая куча и он жрет все подряд, тогда можно не заморачиваться. Но если вы гоняетесь за трофеем, если рыба очень тяжело доступная с точки зрения ловли, уделите внимание производству нормального рецепта, нормального бочонка, на который вы словите ваш трофейчик. В этом видео я вам расскажу эти тонкости, а дальше вы сможете комбинировать, зная эту мудрость уже самостоятельно, как по составляющим, так и по технологии его ловли. Поехали! А теперь давайте рассмотрим, что же у нас на самом деле. Панцири креветок. Это как раз наш белок, о котором я говорил. Это может быть яичный порошок, как вариант. Это может быть костная мука. На самом деле стоит копейки. Можно найти в любом агромагазине, либо магазине с кормами для животных. Теперь травы. Гранулки. Это прессованная обычная трава. Тоже берется для корма, в основном птицы. Я покупал мешок 30-килограммовый, отдал за него 300 гривен. То бишь вам его хватит просто за глаза. Конопля. Обычная сушеная конопля. В конце концов можно брать обычную траву, рецепт у меня уже выложен был. Можете брать, просто пойти на речку, надергать водоросли, просушить их.
сделать помол. Неважно, что вы будете делать, то есть, я же говорю, отталкивайтесь от того, куда вы идете на рыбалку. В данном случае сегодня я вам сделаю рецепт вот именно с этих гранулок травяных, чтобы показать, как он ведет себя в воде и как на него правильно ловить. Почему гранулки? Потому что я завтра иду на водоем, и получается у нас возле водоема как раз постоянно выращивают вот эту траву. Да, и ее гранулируют конкретно. Поэтому я думаю, что запах для рыбы будет знаком. И скорее всего я вернусь с уловом. Не факт, конечно, но с высокой долей вероятности думаю, что будет. Вот. И теперь разного рода мука. Гречка, ваш разрыхлитель, один из самых важных разрыхлителей. И точно так же рисовая. Рисовая отлично разрыхляет, причем как гречка, так и рисовая мука, они также содержат белок. Кукуруза и гороховая мука. Все, это 4 как бы основных классики, которых можно использовать. Самый идеальный вариант гороховой муки — это найти ее зеленую. Отличный вариант, но я не знаю, я не могу в последнее время ее найти. Вот, ну, по крайней мере, по вменяемой цене. Соответственно, я беру как бы обычный вариант. Все, теперь перемолотим сейчас на нашего старого ветерана, уже можно так сказать. Видите, это я в прошлый раз траву молотил. У нас получилось. Вот, перемолотим сейчас гранулки, перемолотим сейчас креветки. Сделаем из нее криль. Вот, коноплю, наверное, трогать не буду. У меня еще осталось там 4 бочонка с прошлого раза, я их так и не использовал. А вот с травкой я сейчас сделаю. Ну, если там кому будет интересно, то это конкретно люцерна. На самом деле, ну, она разная бывает, она так и называется, травяная мука. Да, то есть она может быть другая у вас. Может быть просто трава, может быть там камыши, может быть как бы там водоросли и так дальше. То есть комбинируйте, пробуйте. А пока будем его засыпать. Ну, посмотрим. Красота. Оно уже пылит. Видите как? Блин, ну запах реально вот. Запах скошенной травы. То, что надо. Итак, мне нужно намолотить полную вот эту баночку, пол-литровую. Закончу процесс. Перейдем дальше к этому делу. Мне интересно было, либо обычная потянет вот это или не потянет. На самом деле лучше использовать кофемолку, которая ну, поддерживает, скажем так, молодьбу зерновых. Потому что зерна кофе, они по сути мягче гораздо, чем вот это дело. То есть, ну, она-то как бы целая, здоровая, но я думаю, раз 15 я так промолочу, и будет гайка. Но получилось у нас, как и хотели. Вот баночка. Пахнет вообще бимба. Так, ну что, поехали. Дальше креветки. Засыпаем, молотим. И будем, собственно говоря, идти комбинировать все вот это дело в пропорциях, в бочонках. Дальше расскажу, что почем. Итак, у нас снова наш производственный цех. Наши ингредиенты. И сейчас мы это все дело будем мешать. Точнее смешивать. Очень важный момент. Когда делаете планктон, ваши крупы, в частности мука и составляющие, должны быть полностью сухими. Потому что если будет влага,
и вы их спрессуете, то будет оно у вас в воде стоять целый день, и в конечном итоге оно даже до конца не растворится. Обязательно следите за влажностью. Держите в сухом месте. Так, ну а мы что? А мы поехали. Мы тут насеяли люцерки сушеной, гранулированной. Вот у нас получилась пол-литровая баночка. Ну, будем считать, что здесь 500 грамм в объемных единицах. Здесь у нас что? Здесь у нас сеялка. И сделаем мы что? Правильно, мы ее сейчас просеем. Только просеем мы ее, ну, я думаю, где-то с половины, наверное. Так, все-таки давайте померяем. Кстати, подружитесь с такой штукой. Да, это мерная емкость. Она вам очень пригодится. Так. Вы знаете, может и не понадобится его делить. Скорее всего, не понадобится. Так. Ну что ж, поехали. Так, а это мы спокойно себе складываем на следующий раз. Получилось у нас вот так. Ну, достаточно неплохо. Видите, аж дымочек такой с нее идет. Так, что же. Сейчас будем распаковывать крупы. Ингредиент номер 2. Сухое молоко. Берем его 250 грамм объемных единиц. Ну, давайте так, в конце видео я выложу полноценный рецепт а-ля перечень, чтобы не просматривать его каждый раз. Есть. Красотища. Эти сухое, вообще супер сухое. Так, дальше. Где наша гречка? Гречка, вот она, гречка. На самом деле ингредиент не 100% обязательный в этом рецепте, но крайне рекомендуемый. Классно сочетается с травой. Ну, видите, по цвету примерно как раз то, что мы ожидали. Так, его нужно немножко меньше, его нужно 100 грамм. Соответственно, это где-то вот так. Есть. Пахнет забойно просто. Просто забойно. Так. Сеем тоже. Почему нужно сеять муку? Хотя бы вот поэтому. Гречка есть. Так, и завершающих у нас 2 ветерана. Горох и кукурузная. Так, гороха мы берем 250, то бишь одну мерную емкость. Влажность на самом деле очень легко определить, когда вы высыпаете муку. Она изначально не кубышечками. Видите, кубышечек совсем чуть-чуть получается. Если она влажная, она у вас сразу будет как кирпич. Есть.
И последнее, это мы берем 500 грамм кукурузной муки. Все идеально сухое. Так, и последнее, ребят. Самое, наверное, важное здесь. Кто догадается, что это такое, тому пятерка. Кто не догадается, это куркума. Обычная специя куркума. Ее нужно где-то грамм 30-50 на всю вот эту смесь. Имеет специфический запах, еле уловимый человеку, но отлично уловимый рыбе. Добавьте, пожалуйста, добавьте, не обязательно, но добавьте. На нашу порцию будет как раз. Так, есть. Ну что ж, теперь мешаем. Как вы заметили, креля в этом рецепте нету. Его здесь нету. Вместо него у меня здесь идет вот это. А кто забыл, это гречневая мука. То есть это исключительно травяной рецепт. И белок здесь содержится достаточно в большом количестве, но он растительного происхождения. Мешаем. И вот когда мы перемешали, получилась у нас вот такая смесь. Теперь смотрите, этот рецепт хорошо подходит для начала лета. Это конец мая, июнь. И по-хорошему ловит он где-то до, ну не знаю, наверное, с середины августа. Вот будете ловить момент, когда уже будет такой перелом между сильной жарой и спадом температуры. Вот на спад температуры будет уже больше работать, там, например, конопля, больше будет работать, там, не знаю, там листья, там сливы винограда. Ну, рецепт я вам еще не показывал, немножко позже покажу. Вот, мясные такие, там, типа, там, био и так дальше. Вот это будет работать. По сути, как бы этот монтажик, он будет очень вам универсален для большинства водоемов. Потому что трава растет вокруг каждого практически. Все, теперь делаем бочечку, я вам покажу, как она себя ведет в воде. Итак, зарядили мы наш аппаратик. Кто не видел, еще разочек его покажу. Станинка, домкратик. Вот эта штука с пружинами, это для того, чтобы, когда вы прессуете, чтобы оно потом спускалось вниз, и вам не приходилось шмурыгать этой же ручкой да обратно. Спускной клапан, его открываете, и пресс идет вниз. Вот. И работает по принципу того же домкрата. Ручкой шмурыгаем, видите, оно вот потихонечку поднимается. Поднимается. Вот здесь у нас внутри забита мука. Ну, сырье, скажем так, для нашего технопланктона. И потихонечку оно поднимается вверх и его сжимает. Иногда меня спрашивали люди, нужно ли давать там какую-то влагу, чтобы оно держалось в куче. Ни в коем случае. Более того, если у вас есть сырость на вашей там муке, либо составляющем, не прессуйте это дело. Бесполезно. Потому что оно работать не будет. Оно будет у вас просто висеть и все. Не будет пылить, не будет растворяться. Просто будет висеть. Так, ну, одной рукой мне неудобно, ребят. Я сейчас быстренько спрессую, покажу вам готовый бочоночек. После пресса снимаем нашу бочечку. Вот двумя руками это все гораздо проще делается, но я сегодня один, поэтому будем показывать вам уже как есть. Вот. И все.
Видите, какой красавчик. Гладенький, аккуратненький, ровненький, не рваный, как вот некоторых. Видите? Классная штука. А теперь пустим его в воду и покажем, как это чудо работает. Итак, наживили мы наш. Есть у меня, кстати, такой а-ля подделка на снасть магазинная. Все, смотрите, берем теперь вот этого друга и помещаем в банку. И смотрим, как он себя будет вести. А вести он себя будет просто бомба. Давайте выше поднимем немножко, чтобы было понятно. Это, заметьте, при стоячей воде. Если у нас где-то волны, и он вот так вот колебается, видите, что происходит? Маленькая ремарка, ребят, не гонитесь за временем, чтобы оно подольше стояло, поверьте, это ни к чему. Ваш интервал работоспособности это 30 минут-1,5 часа, вам не надо больше. 3-4 это все херня, то есть больше не надо, потому что вы будете просто лишнее время ждать, пока ваша снасть начнет работать. А здесь, как видите, работает он изумительно. А если будут волны, вы же понимаете, что будет происходить? Катается вот, смотрите. Таких сильных волн не будет, но все же, если где-то немножечко, там надо так, на волнышках. Космос. Ловите на здоровье. А я его пока оставлю. Пусть тут попускает немножко мути. Итак, получился у нас отличный вариант технопланктона. Я на него уже ловил. Жаловаться вряд ли будете, но попробуйте. Теперь рецепт. У нас получается 500 грамм люцерки, либо сушеной травы, 100 грамм гречневой муки, 500 грамм кукурузной муки, 250 грамм сухого молока, 250 грамм гороховой муки, 50 грамм куркумы. Все. Смешиваете хорошенько, просеиваете, прессуете, получаете бочонку. Исключаете попадание влаги. Акцентирую на этом внимание. Удачной вам ловли, удачной охоты за вашими трофеями. Ставьте лайк, ставьте подписку. До новых встреч, до новых рецептов. Так, мы начали в 11:26, точнее 11:20, прошу прощения. Сейчас 11:51, ну где-то половинка еще осталась. Судя по этому, я думаю, где-то час достаточно будет, чтобы оно растворилось полностью. Это как раз вот именно золотая серединка, бомба вариант. Видите, какая мутная баночка у нас с этого бочонка. Испытания удались. Ну вот результат нашей сегодняшней работы. Одну мы использовали, как раз было бы 16 штук. Вот такие бочоночки. Видите, все как с конвейера.